Добрый день! Сегодня у нас на обзоре брелок для поиска ключей, что отвечает на свист фирмы Gogo Keyfinder UZ версия 2.0. У нас раньше в продаже была первая версия их, это вторая, другой вид корпуса и немного другая электроника. Значит, они представлены в трех цветах. Ну, цвет это всего лишь вот эта пластиковая вставка. Сейчас я покажу ближе. Вот, красная вставка пластиковая, то есть свет будет от светодиода красный, синий и зеленый. Вот, других отличий в принципе там нет, все остальное электроники, все одинаково. Значит, по корпусу есть только один переключатель, 0 и единица. Единица это включено. Я специально их все включил. Все, вот, допустим, 5 штук. Сейчас будем тестировать их. Сразу скажу, что мы их перед отправкой тестируем. То есть, вдруг попадается брак, мы его откидываем. То есть, если его не удается поремонтировать, все, тогда уже списываем. То есть, все проверяем. Из нюансов, то, что удалось выяснить, они срабатывают именно от резонанса, то есть на определенный звуковой частотный диапазон. Смотря как свистишь, так они и срабатывают. Надо приловчиться, то есть к определенному виду свиста. Вот. Все это зависит от вот этой резонансной камеры. Я это проверял, специально генератор включал, разные виды свиста, и вот только на определенной частоте оно срабатывает. Так вот они работают, потому что этот фильтр сделан специально, чтобы они не срабатывали на шум, на какие-то там крики и так далее. Иногда бывает срабатывает, но это крайне редко, буквально там пару процентов из 100 можно дать. Если там фильм какой-то идет, оно может что-то там зацепить. Ну вот C, S, буквы говорим, оно не пиликает, поэтому как бы этот вопрос продуман с фильтром программным. Я их все уже заранее включил, чтобы не терять время. Вот они в такой упаковке идут. Вот, я, конечно, честно говоря, свистеть особо не умею, но сейчас вот разный вид. То есть, если трубочкой губы сделать, вот эти более чувствительные, к примеру. Но это еще не первый показатель. Чуть-чуть частота может отличаться. Причем, как вы можете заметить, пока он пикает, он не дает сработку другому. То есть сам себя в этот момент он не слушает. Чтобы завелся и пошел пиликать. То есть он попищал, потом проходит пару секунд задержки и опять готов к приему свиста. Теперь если как бы через зубы. Теперь опять. Вот раз так. Кто умеет так резко свистнуть, вполне возможно, они легко будут вообще. В любом случае, хотелось бы сказать, что у нас есть легкий возврат, то есть это от индивидуальных особенностей человека. Получаете, можете прямо на почте это проверить, не знаю, там по возможности. Если даже не проверили на почте, есть легкий возврат. Ссылка будет в описании, как это сделать. И без проблем, бесплатно возвращаете нам, мы вам возвращаем деньги. То есть эта функция тоже у нас работает. Еще раз повторюсь, что мы их проверяем перед отправкой. То есть у нас они срабатывают, вдруг у вас не получается его активировать по каким-то причинам, без проблем можно вернуть. И также у нас есть еще в наличии, тоже ссылка будет в описании, радиобрелки. То есть похожий брелок, но есть специальный пульт, которым активируем этот брелок. Там уже ничего не надо свистеть, пищать, ничего. Только дистанционно запускать его можно. Там свои нюансы. Надо иметь брелок с собой запускающий. А тут как бы автономное устройство и очень недорогое. Все, всем спасибо. Обращайтесь.